Привет, привет! Сегодня у нас на повестке дня очередная турецкая пара. Я, извините, буду читать по бумажке, потому что я по старой доброй традиции нашего канала не смотрела сериал «Зимородок», из которого они оба стрельнули, насколько я понимаю. Ничего про них не знаю. Имена, фамилии читать достаточно сложно для нашего европейского языка. Его зовут Мерт Рамазан Демир, что, в общем, не очень сложно. А ее зовут Афра Сарачоглу. У меня просили расклад на них, но не задали никаких конкретных вопросов, кроме, как там у них в личных отношениях и сойдутся ли они снова. Из чего я сделала вывод, что когда-то они были вместе, а потом разошлись. Это, собственно, все, что я про них знаю. Будем выяснять. И еще просили про, наверное, продолжение карьеры, потому что я не знаю, в каком году этот сериал вышел, но, судя по всему, не очень давно, потому что интерес и к сериалу, и к актерам в этом сериале очень повышенный, но я так понимаю, что в актерской среде это нормально, что сначала ты выстреливаешь с каким-то хитом, а потом-то нужно подтверждать все эти свои способности. И если ты не снимешься еще в каком-нибудь хите или в чем-то достойном, то тебя, собственно, так и будут продолжать считать актером одной роли. Не каждый актер на такую, судьбу согласится, поэтому будем смотреть, есть ли какие-то перспективы по профессии, что они вообще из себя представляют, действительно ли они или актеры одной роли, или у них еще будет какой-то прорыв без относительно личных отношений. Судя по всему, видео будет долгим. Запасайтесь печенюшками, наливайте себе чаек, кофеек. Давайте начнем. Из вежливости и из какой-то женской солидарности давайте, может быть, мы с Афрой начнем. Интересное у нее такое имя. Посмотрим ее, посмотрим потом его, а потом посмотрим их вместе, поэтому если кому-то не интересно про личности, то перелистывайте туда ближе к третьему блоку, который будет про непосредственно отношения. А сейчас давайте про Афру. Для начала в целом, в общем, что за человек такой? Настойчивая, целенаправленная, победитель по жизни. Шестерка жезлов здесь у нас изображена как праздник и практически свадьба. Это стабильность, это уверенность в своем завтрашнем дне, это целенаправленное движение туда. Но в большинстве колод и в классическом варианте шестерка жезлов – это победитель. Победитель, который свою победу выстрадал, вымучил, но это не один в поле воин. Это человек, которому обязательно нужно окружение. Это окружение тебя тянет, помогает тебе двигаться, развивает тебя, тренирует тебя как-то. Очень общительный, очень социальный человек. Может быть легкая в общении, может быть просто приятная в общении. Не обязательно, что она в это общение как-то стремится и инициирует его самостоятельно, но в принципе, с ней и поговорить, и побыть, и подружить вполне себе комфортно. Будем дальше смотреть, насколько она искренна в этом своем проявлении. Но чисто внешне она достаточно устойчивая, достаточно социальная, достаточно общительная, достаточно настойчивая, достаточно терпеливая, достаточно целеустремленная. Рыцарь Пентаклей у нас так очень хорошо похож на улитку. Это что-то очень целенаправленное, что-то с планом на будущее, что-то не спешащее совершенно, не делающее каких-то резких движений, не импульсивное, потому что у него есть планы, представления о том, что время для достижения каких-то результатов мало роли играет. Неважно, сколько это времени займет, главное сделать это хорошо, качественно, основательно, желательно с первого раза. Долго будет это длиться, и ладно, хорошо, время есть. Я так понимаю, девушка молодая и так вот как-то с перспективами на будущее. То есть ее как-то не ограничивали разговорами, например, на тему тебе побыстрее, вот тебе уже 20, считай, полжизни прошло, ты надо все успеть. Не, у нее нормально, у нее времени много, она еще себя проявит. И она с этим спокойствием и с этой внутренней уверенностью по жизни двигается, что помогает ей в жизни, какие положительные черты характера, двигают ее вперед.
искренняя, душевная, опять легкая в общении, да, может она приятное о себе впечатление создавать. Возможно, это впечатление внешнее, возможно, для того, чтобы узнать человека поглубже, нужно с ним больше времени провести. Или как-то ее спровоцировать на какую-то откровенность и искренность. Но внешне она вот при первом, сказать, приближении кажется очень милой, очень искренней, очень доброй, очень общительной, улыбающейся, вежливой, спокойной девушкой. Что у нас юстиция здесь нам говорит? Здесь она нам говорит, что этот человек очень справедливый внутри себя. С профессиональной точки зрения может двигать вперед ответственность и, вот как это назвать, не искренность, а честность, что ли, какая-то. То есть она выполняет обещанное, она не бросает слова на ветер, она не поверхностная, не меняет свое мнение внезапно, резко, не подводит людей. Она честная, открытая, вот по контракту, по бумаге, как договорились. С ней можно быть уверенной в будущем. Если она сказала что-то, она это сделает. Если она пообещала, то в этом сомневаться не стоит. Паж кубков и интриганом тоже не бывает. Невозможно как-то что-то скрывать, что-то не договаривать. Она вот какая-то искренняя видится здесь, честная такая, открытая. Вот что сказала, то и есть. Не нужно там какое-то второе дно, может быть, в этом искать или как-то подозревать ее какие-то слова, потому что они как-то очень хорошо звучат, например, если она продает какую-то историю, да, то там нету смысла как-то придираться и искать какие-то потаенные смыслы. Она честна и открыта, как есть. Лучше всего у нее в жизни что получается? Идеально. Тревожится, беспокоится. Да, я подозреваю, что это по работе тоже как-то. За своей вот этой честностью и открытостью я подозреваю в ней, ну не то что стремление, а какую-то такую особенность подозревать эту же честность и открытость в других людях. Она как будто бы не наивная, не такая, не сильно доверчивая, но предполагается, что если мы договорились, то мы договорились двумя сторонами, а не только я с тобой договорилась, а ты можешь там как угодно. Поэтому то, что касается работы, то, что касается ежедневной жизни, требует от нее серьезных каких-то решений, серьезного осмысления. Она слов на ветер не бросает. Она, если что-то говорит, то она имеет это в виду. Прежде чем иметь это в виду, нужно хорошенько подумать. Вот эта тревожность, вот эта опасливость, вот это планирование на будущее, подстилание соломки, грубо говоря, постоянная какая-то волнительность на тему того, что будет завтра в какой-то непредвиденной ситуации. Значит, эту ситуацию нужно обязательно предвидеть, ее нужно продумать, ее нужно проговорить, возможно, с человеком. Может быть, она дотошная, знаете, такая, может быть, нудноватая, кажется, вот, с точки зрения подписания контрактов и вот этих самых договоренностей. Может быть, она там все эти бумаги вычитывает очень внимательно, может, она туда каждую мелочь вписывает, потому что все должно быть предусмотрено. Нигде не должно быть никаких белых темных пятен, все должно быть прозрачно, честно, чтобы можно было вот пальцем ткнуть, третья строчка сверху, пятое слово справа. Вот это точно, это здесь написано, мы на этом договаривались. Вот эта решительность, активность, как сказать, прямость, неизгибаемость, она основана на том, что Афра у нас заранее хорошенечко продумывает и заранее тратит много времени на подготовку к непосредственно там, подписанию контракта или даванию какого-то слова честного или договоренности какой-то. Есть внутренняя необходимость предусмотреть все детали. Очень такая нудноватая может быть, да. Очень может быть такая детальная. Что ей плохо дается, что у нее плохо получается, какие черты характера ей приходится преодолевать по пути достижения там, или по пути жизни, к какой она цели стремится. Ой, это семья или кто? Это может быть семья, это может быть воспитание, это может быть, воспитание, наверное, какая-то внутренняя такая, с одной стороны, уверенность, а с другой стороны, самой себе эту уверенность подтверждать каждый раз надо, потому что ты в ней сомневаешься. Самостоятельность, независимость – это то, что у нее плохо получается, или обо что она спотыкается, что с трудом дается. Независимость от какого-то короля, да, от мужчины,
быть за спиной важного человека, там выйти, например, замуж и стать женой, а не своей собственной личностью. Вроде как это правильно с той точки зрения, вот почему я про семью спросила, 4 жезлов у нас здесь выпала. Вроде как об этом тебе все время говорят, вроде как этому есть подтверждение из окружающей обстановки. Может быть, у нее крепкая семья и родительский пример перед глазами. Может быть, у нее много родственников, которые тоже примерно по такому принципу живут. Может быть, в Турции это принято, может, они достаточно вот ортодоксальные и такие скрипские все, что как будто бы какая бы независимая, какая бы сильная, какая бы властная и желающая своего собственного процветания женщина не была, рядом с ней должен быть какой-то мужчина, тоже властный, тоже активный, тоже главный в семье, чтобы ты была под надежной защитой, чтобы у тебя была пара, чтобы у тебя было вот это вот окружение твое, чтобы жизнь твоя была спокойнее, может быть, этим мотивируется. И вроде как это один из способов ведения жизни. Но второй способ ведения жизни – это выбрать другой путь. Это не зависеть от сильного властного мужчины. Это не подчиняться мнению какого-то более авторитетного, более важного, более яркого в твоей жизни человека, а следовать своим каким-то требованиям, своим представлениям о жизни. Колесо фортуны нам здесь что говорит? Нам здесь колесо фортуны говорит о том, что она сама внутри себя еще не определилась, какой путь правильный. И 2 жезлов – это выбор пути, ну что ли, практически равнозначного для тебя. И так говорят, надо делать. Но я не знаю, хочу я делать так, как говорят, или я хочу делать, как я хочу. А как я хочу? Я хочу быть независимой. У этого и плюсы, конечно, есть какие-то, но есть и минусы. Ты же, когда независимая, ты больше шансов, что останешься одна. А семью я тоже хочу. И сильного, властного, красивого, богатого и всячески заботящегося о тебе мужчины тоже хочется. А может быть, этот путь правильный, но тогда не потеряю ли я себя? И вот эти вот сомнения она вроде как не преодолела до сих пор. Ей как будто с трудом дается выбрать свой собственный путь. Она кто? Она сама по себе? Или она идет по стандартному такому классическому пути, когда ты красивая актриса, тебя замечает какой-нибудь богатый продюсер, ты счастлива за него, выходишь замуж, рожаешь ему десяток детей, и актриса ты из тебя как бы не сильно индивидуальная получается. Но сниматься ты будешь, потому что у тебя муж продюсер. Но опять же, люди будут говорить, что снимаешься ты, потому что у тебя муж продюсер, а не потому что ты молодец в профессии. В общем, по-моему, она не очень сейчас как раз вот на той стадии, в той точке своей жизни, где нужно определиться, какой следующий шаг будет и какой ты путь себе выбираешь в жизни. Что хуже всего у нее получается, прям вот вообще не получается никогда. Ну вот пока это мечтание, что ли, даже фантазирование, даже просто представление какой-то будущей жизни. Как будто бы расписана вся жизнь у человека вперед, и как будто бы давно уже она по этим, хотел сказать, граблям, вот почему интуитивно так кажется, как будто бы она по этим рельсам уже давно движется, и может быть это даже где-то какая-то выученная такая, что ли, беспомощность или какая-то податливость ситуации, что надо делать так, как надо. Свои собственные желания подрезаются как-то на взлете. Она даже не дает себе возможности размечтаться как-то очень высоко. Как-то предположить, что наплюю я на всех окружающих, буду делать только то, что я хочу. Моя фантазия, она важнее и главнее всего того, что мне люди говорят. И у меня обязательно это получится, и вы еще увидите, вы еще посмотрите, я вам еще всем покажу. Вот она, вот эту индивидуальность и эту как бы эгоистичность чуть-чуть даже не дает себе почувствовать, не позволяет. Может быть, опять же, в силу воспитания, да, может быть, в силу того, что она уже давно в индустрии и понимает, что там скандалами и какими-то давлением, как какой-то агрессией, например, не очень хорошо решается. Невозможно все время хлопать дверями и все время со всеми ругаться, так ты далеко не продвинешься. А значит, нужно где-то чуть-чуть задавливать свои желания и чуть-чуть соглашаться с тем, как это все давно уже испокон веков до тебя работало, и сейчас эту систему вроде как пробивать собственным лбом неэффективно. Вот сопротивляться
выражать как-то больше свою индивидуальность, чем соглашаться с тем, как это все нужно делать. Вот тут у нее очень плохо получается. Может быть, потому что она чего-то боится, может быть, у нее есть какой-то страх. Чего она может бояться? Пока мы здесь как-то профессию смотрим, пока я не вижу, чтобы она как-то страдала из-за присутствия или отсутствия, например, личной жизни какой-то. И вообще очень, ну не то чтобы амбиции, но такой профессиональный рост здесь видится. Это какая-то ежедневное старание и трудоголизм какой-то. Работоспособность больше. Трудоголизм, он какой-то такой, знаете, с напряжением, через силу у человека идет, а здесь вот какой-то просто профессиональная целенаправленность, скажем так. И чего она может бояться в этой жизни, если она уже сложившаяся актриса, если она уже устоявшаяся, у нее до «Зимородка», я так понимаю, были работы, и имя ее уже было известно. Плюс этот сериал ее, значит, вознес практически в турецкие небеса. Чего может бояться настолько сильная и настолько влиятельная самостоятельная женщина? Чего она может бояться? Снова по работе. Вы посмотрите. Вот она может бояться как бы не остаться актрисой одной роли. У нее этого в планах нету. Пришлось прерваться. Давайте продолжим. Говорила о том, что Афра не хочет оставаться актрисой одной роли. Страхи, опасения по поводу работы, которая или заведет не туда, или непосредственно сама профессия идет, так сказать, не в ту сторону, потому что над тобой большое наблюдение происходит. Очень большое количество народу тобой интересуется, не спускает с тебя глаз, 24/7 следит за каждым твоим шагом, ожидает от тебя чего-то, может требовать внутри себя, может эти требования высказывать. Как бы это ни повлияло, например, на выбор проектов, как бы это ни сузило область проявления таланта, например. Если так хорошо получается, ну, собственно, в Турции, я так понимаю, вот эти романтические, саги, они очень распространены. Наверное, примерно похожие роли будут предлагать, а хочется сыграть, может быть, что-то более драматичное, может быть, чтобы тебя более серьезно восприняли, может быть, чтобы тебя в кино, например, взяли. А смогу ли я разбрасываться этими проектами, а будут ли интересные проекты, например, в будущем, не застряну ли я под этим вот постоянным немигающим вниманием того, что ты актриса из «Зимородка», и этим проявилась, и этим, собственно, интересно. Судя по всему, амбициозная достаточно девушка, которая, собственно, из состояния вот этой вот актрисы одной роли выбиться очень хочет, не хочет там застревать и оставаться. Секрет, может быть, есть какой-то. Может быть, у нее уже есть планы на будущее, а мы про них еще пока ничего не знаем. Может, у нее уже есть какая-то стратегия, как она будет это преодолевать. Секрет внутренней Афры на сегодня, июль 26 года. А вот здесь я намек на личную жизнь вижу, но не самую счастливую. Или, как сказать, не самую эмоциональную. Хотя что, мы в прошлом ролике с вами рассуждали на тему того, что для каждого конкретного человека будет его личное счастье. Я думаю, что есть отношения, мы их посмотрим сейчас. Я думаю, что эти отношения есть, я думаю, что они такие неспешные, но достаточно долгие, уже продолжительные. Возможно, она их скрывает, возможно, вы про них знаете, возможно, нет. Напишите мне в комментариях, что у нее там по личной жизни. Вот этот вот подвешенный, он как будто бы сокращает возможности, опять же, реализации какой-то. Как будто наличие личной жизни может останавливать от дальнейшего проявления. Или, например, это может быть секретом, и это нужно скрывать, потому что если вдруг все узнают, что у тебя есть личная жизнь, то это как-то навредит. Не знаю чему, профессиональному росту, репутационному какому-то, может, у нее истории там какие-то есть, может, в профессии что-то пойдет не так, неизвестно. Как будто бы, может, это скрывать нужно будет, как будто это такая какая-то, опять же, по повешенному жертвенность достаточно часто идет. Может быть, она этой личной жизнью жертвует ради профессии или, например, в сторону профессии достаточно долго, и поэтому эта личная жизнь не очень, как не самыми семимильными шагами к процветанию, да, движется и не заканчивается какой-то
публикацией этих отношений, или там помолвкой, или свадьбой, или еще чем-то. Но это отношения, которые вот устойчивость, стабильность и какой-то комфорт по жизни предоставляют, а эмоционального вовлечения я здесь не вижу. Может быть, это привычные отношения, может быть, они достаточно долгие для того, чтобы эмоция уже закончилась, и дальше включилась какая-то рутина более-менее. Может быть, это напрягает немножко, а может быть, наоборот, у нее такая себе семейная уже жизнь, про которую никто не знает, которая уже устаканилась, как-то вышла на какую-то ровную линию, и рассказывать-то о ней она не планирует. Ну, потому что, а зачем? Пусть я буду вот тем образом, который вы себе создали обо мне, а что у меня там за кулисами происходит, это я, может быть, вдаваться в эти подробности не буду. Скажите мне, насколько она откровенна в интервью, например. Ну, давайте личную жизнь, если это так уже прямо выскакивает на нас из карт, давайте посмотрим личная жизнь. Что у нее личная жизнь, в каком состоянии? В комфортном, в интересном, в легком. В общении, опять же, там есть люди. Может быть, это не очень что-то стабильное, там какой-то конкретный человек есть, или просто женщина развлекается по жизни, получая удовольствие. Да не то, чтобы она получает удовольствие. А знаете что? Это какие-то поверхностные отношения. Может быть, секрет заключается в том, что отношения есть, но это не те отношения, которые в результате приведут к свадьбе, детям и всеобщему счастью за Афру в том числе. Может быть, по этим картам эти отношения достаточно поверхностные, достаточно, ну, не совсем одноразовые, но такие легкие и непродолжительные, не углубляющиеся. Давайте смотреть, она этого хочет, это она сама создает такую форму существования для себя, или у нее просто случайно так получается, что, может быть, профессия как-то перекрывает все эмоциональности, может, у нее времени на личную жизнь не хватает. Она эту самую личную жизнь, как мы ее себе видим, счастливой, вот такую устойчивую, стабильную, очень эмоциональную, очень влюбчивую, такую душа в душу, чтобы прямо любовь, как они в сериалах показывают, вот один раз влюбились и на всю жизнь потом это с тобой остается и ни капельки не меркнет. Она этих отношений хочет. Она хочет, чтобы рядом с ней кто-то находился стабильный, долго, монотонно, все время один и тот же продолжительное количество времени. Ей это надо, она этого хочет. Вот вам сложно сказать, чтобы уж прям, знаете, из штанов выпрыгивала хотела, нет. Отказаться от этого каким-то вот таким легким смахиванием перышка с плеча или какой-нибудь там невидимой крошки, вот так, что, дескать, не хочу, мне все хорошо, тоже нет. Возвращаюсь мыслями к тем картам, которые были про воспитание, про традиции, про пример, может быть, перед глазами, который у нее есть, и про двойку жезлов, которая не может ее определить с выбором. Как будто бы нет уверенности, что она это потянет. Как будто бы хочется, знаете, так абстрактно. Не то, чтобы я к этому была готова, вот найдись, мой принц, я вся тебе отдамся, у нас с тобой будет счастливая жизнь. Было бы здорово, неплохо было бы вот так чисто в мечтах, чтобы появился какой-нибудь принц на белом коне и всячески завоевал мое сердце, было бы прекрасно. Но правда ли это? Бывают ли принцы на белых конях? А справлюсь ли я? А вот он сейчас появится, а вдруг он, ну вот идеальный абсолютно человек, но вот нос у него не такой, а вдруг я его упущу, а вдруг я не замечу за этим гигантским носом прекрасной личности внутри. Вот какая-то неуверенность, какая-то в себе несостоятельность такая, неготовность к этим отношениям. Как будто бы вот она я есть, вот она я такая, я много работаю, у меня сложившаяся жизнь, у меня там полностью расписанное там, расписание, у меня ни секунды свободной. А вот появится он, а вдруг это моя судьба, а у меня на него времени нету, например, а мне уезжать на съемки, и как тогда? И упущу я его, и о боже мой. И в общем какое-то такое, вроде как надо бы, ну, вроде как то ли не готова, то ли на себя, это какое-то такое. А мама говорит, пора замуж выходить.
А вроде как возраст подпирает, там, может, уже пора и детей рожать. А может, они и есть вокруг. Может, достаточно там обернуться через плечо, а там стоят два прекраснейших принца, из которых прям выбирайся. А мне бежать, а я спешу, а у меня планы, а у меня контракт. А она по контракту очень честная. Если у нее сказано, что она будет сниматься, значит, она будет сниматься. Она нигде никогда не опаздывает и никогда не пропускает никаких встреч и никогда никого не подводит. Нельзя так себя вести, когда у тебя большая любовь. Тоже, а вдруг я не справлюсь, а вдруг не получится. Но хотелось бы чисто теоретически, в книжках пишут, опять же, в тех же самых сериалах снимают. Говорят, это неплохая история, было бы здорово в ней когда-нибудь поучаствовать. Может быть, не сейчас, кто знает. Что ей хочется от партнера, что очень сильно ее интересует, что заманит ее, что привлекает ее внимание, на что она обращает внимание в партнерах обычно, что самое главное, что может растопить ее сердце и прям вот зацепит ее внимание. Какое такое самое позитивное качество. Ну, вот эта эмоция. То есть, если бы она в него влюбилась с первого взгляда. Помните в раскладе про, как его звать-то? Керема. Я вам говорила, как его Хенде увидела первый раз. Вот такая замедленная съемка, когда медленно открываются двери лифта, а за ними стоит весь такой в костюме с иголочки, медленно поднимает глаза. Что-то он там шнурки свои рассматривает обычно, когда в лифте едут, делать нечего. Поднимает глаза, как-то так вот медленно мигает, оборачивается, проходит мимо, от него шлейф дорогих духов. И что такое, вот надо влюбиться сразу с первого взгляда. И может быть, чтобы он тоже, вот он выходил из лифта, вот он так как-то вот медленно что-то двигался, там обсматривал обстановку, вдруг увидел тебя и все, и застыл. И глаза не мигают, и стоит, не дышит, и смотрит на тебя. И эта секунда показалась нам 10 годами жизни. Вот какое-то такое сильное эмоциональное потрясение, сильно вложенная эмоция в эти ощущения, чтобы человек был эмоциональный, чтобы он не молчал, чтобы не скрывал, чтобы не был холодный, чтобы не был задумчивый, чтобы сначала говорил, потом соображал, что эти слова значат, чтобы эмоция была, чтобы был всплески эти эмоциональные, чтобы были, чтобы было интересно. Возможно. Ей и эмоциональные качели в том числе нравятся. Единственное, до какого предела, да, это каким нужно быть, ну, как сказать, не любить себя, чтобы любить эмоциональные качели, да, когда тебе постоянно то вверх, то вниз. Но, в принципе, вот такое вот легкое качание, легкие какая-то интрига постоянная в отношениях, какие-то волны, какое-то бурление в этих отношениях. Было бы здорово, если бы было. Холодный, расчетливый, какой-нибудь дотошный до буквы адвокат ее, наверное, не заинтересует. А что-нибудь эмоциональное, импульсивное, яркое вполне себе зацепило бы изначально. Ну и такие какие-то более детские, такие девичьи представления о мгновенной вот такой любви с первого взгляда. Какого-то сразу мгновенного осознания. Что ей совсем-совсем в человеке не нравится, что отобьет ее интерес мгновенно, как только она вообще какие-то малейшие сигналы узнает, услышит. Какое сопротивление. Но вот опять, у нас по отшельнику как раз идут такие дотошные, педантичные, очень въедливые, нудные люди, которые вот в каждую точечку, вот каждой запятой придираются. По пятерке жезлов это человек, с одной стороны, не чурающийся конфликтов, например, а с другой стороны, отстаивающий, собственно, свое мнение, имеющий это мнение. И по отшельнику, значит, он будет его отстаивать достаточно логично, достаточно нудно, подкрепляя это все дело фактами. Что мы можем сделать? Какой вывод о подобном человеке? Это человек, который будет вот не с эмоциональной точки зрения подходить к вопросу, а как вот педантично и, может быть, даже неожиданно для самой Афры. Когда не «Боже мой, какая ты красивая», а как тебе идет голубой оттенок этого платья, он очень подчеркивает твои глаза. Но эти сережки сюда не подходят, они отвлекают внимание, переодень эти сережки.
Вот что-то такое, какой-то человек со своим мнением, которое, во-первых, имеет совесть это мнение высказывать, да, не просто восхищаться и не просто всячески руку полискать и говорить, что, боже мой, какая ты красивая, там все сейчас с ума посходят, как я прямо здесь и сейчас, вот у твоих ног с ума сошел. Когда у этого человека есть мнение, когда он не стесняется его высказать, и когда поспорить с ним невозможно, когда он говорит факты, как будто бы это те факты, о которых ты не подумала. То есть ты одевалась очень красиво, да, возьмем опять мой пример. Очень старалась, разумеется, это все подобрать, там, может, не знаю, общалась со стилистом, ну, как-то просмотрели мы вдвоем со стилистом вот эту вот ситуацию с сережками. Да, действительно отвлекают внимание, надо же, от цвета глаз, который очень сочетается с цветом платья. Как я могла сама об этом не подумать? Почему он, поросенок такой, это заметил? И как у него вообще язык повернулся, и это мне прямо здесь сказать. Вот такой человек, который дотошливо и въедливо будет со своим мнением встревать в ее эмоциональное такое облако, когда это все на чувствах, когда это на эмоциях, когда это на ощущениях, когда ты такой весь... Это невозможно объяснить, казалось бы, с логической точки зрения. А этот вот может объяснить и будет постоянно вот чуть-чуть протыкать эти воздушные шарики, да, или эти мыльные пузыри, которые вот летят, там вот создают красивую картинку, и тут стоит человек, и каждый пузырь пальчиком просто тык, вот, тык-тык, и все, и мыльный пузырь кончается. Как будто немножко сбивает эмоциональность этих отношений. Как будто нудный какой-то, дотошный и такой вот придирчивый человек ее совершенно не устроил бы. Если в ее окружении такой человек, она его уже встретила, или, может быть, у нее в перспективе это, как-то вот найти человека, за которого она, может, согласилась бы выйти замуж. Но опять же, в свете воспитания и в свете всего того, что давление, которое она сама на себя оказывает с этой точки зрения, как бы не оказалось, что она замуж выходит, ну, грубо говоря, по расчету, потому что надо, потому что время пришло, потому что родители уговорили. Для ситуации, которая ее максимально устроит, которая ей понравится, какие у нее перспективы к этому? Давайте, может, правда, год 3-5. Вот у нее год 3, 5. Ну, свадьба это не закончится, но встреча будет. И по силе я подозреваю, вот опять же, не закончатся эти отношения свадьбой. Возможно, это будет не самый окончательный человек в ее жизни, но зато это будет человек, который многому ее научит. Она поменяется в его присутствии, и она сделает из этого выводы на будущее. Может быть, это будет взросление, может быть, это будет принятие, как сказать, мнения партнера. Может быть, она сейчас не очень на это настроена, направлена, может быть, она чуть-чуть эгоцентрична сейчас, может быть, она пытается в отношениях на себя одеяло тянуть. Здесь она поймет, где нужно идти на компромиссы, где вот это вот выпячивание себя не работает, где нельзя быть капризной, например. Хотя эмоционально очень хочется выплеснуться. Может быть, где-то можно устраивать какие-то истерики, скандалы и какие-то выяснения отношений, но какие-то слова лучше придерживать. Вот, как говорят, слово не воробей, если сказал, то уже там дольше извиняться, чем просто прикусить язык в моменте и не сказать это слово. А эти отношения ее многому научат. Она, может быть, даже по 7 кубков пересмотрит немножко свои, как сказать, это вот не, как называется, свои предпочтения, что ли, да, или свою градацию своих требований к партнеру. Поменяется отношение к отношениям и к людям, которые могут вступать в эти отношения. Приоритеты поменяются, может быть. И все это из-за человека, который в течение года ей встретится. Это кто-то новый, кто-то, кого она сейчас пока не знает, как мне кажется. Это вот придет какой-то, может, даже так, вот просто свалится на нее как-то, может, она куда-то поедет и там с ним познакомится внезапно. Или это какой-то новый сотрудник взял и пришел. Как мне здесь видится, она пока его не знает, но узнает на счастье, на пользу себе очень. Но, с другой стороны, вот в течение 5 лет мы свадьбу ожидать с вами давайте не будем, скорее всего. Какова она в профессии? Какое мнение создает о себе? Что у нее вообще по перспективам на эту самую профессию? Будет ли у нее еще такой же примерно прорыв, как этот самый самородок, или как Зимородок, или кто это был? Я забыла, как назывался сериал.
Афра и ее профессия, ее таланты, ее развитие, ее перспективы. Талант врожденный, потенциальный. Что внутри у человека. Ух. Мне как будто кажется, что это не творчество, это не искорка какая-то Божья. Вот по Луне часто идут какие-то сомнения, что ли, в искренности, непрямые дорожки, не очень освещенный путь, например, да, какое-то затемнение, какие-то туманности, какая-то непонятность. Такое ощущение, опять же, по рыцарю кубков, как будто человек берет больше харизмы, чем таланта, как будто она располагает к себе людей, как будто она умеет себя продавать, или кто там ее умеет продать, и она в этом участвует. Как будто бы она цепляет своей личностью, своей открытостью, вот этой самой своей честностью, своей вот такой вот прозрачностью, приятным общением, легкостью на подъем, согласием на любые там, допустим, эксперименты, открыто пробует что-то, соглашается на какие-то варианты, которые ей предлагают. Может быть, не то, чтобы ее воспринимают как сильно такую очень талантливую, очень глубочайшую драматическую актрису, но хорошо, что у нее такая харизма, и что она такой человек, потому что она, значит, другими гранями своей личности может развиться в профессии, она такая тоже может там пригодиться. Если она дотошно, например, учит тексты и хорошо, качественно работает там с фониатором, например, то она изобразить на камеру может любую эмоцию, не обязательно ее как настоящий такой вот вживчивый такой вот актер, который вот от Бога, который это все проживает изнутри и искреннюю какую-то эмоцию на тему создавшейся ситуации выдает. Этот человек играет на камеру, выполняет то, что от нее требуется, но выполняет достаточно харизматично, достаточно красиво, достаточно трудолюбиво, достаточно искренне, очень старается, очень явно любит этим заниматься и этим берет. Вот этот самый сериал, он был пиком проявления ее карьеры, или у нее есть еще шанс в чем-нибудь таком, как сказать, стрельнуть, мелькнуть? Ну, очень может быть, да. В смысле, что это был ее потолок. Насколько... Да, пожалуй. Я вам не скажу по этим двум картам, что она теперь в умах и сердцах своих поклонников навсегда останется актрисой одной роли. Нет. Ей будут предлагать работу, она будет эту работу искренне совершенно выполнять, она наверняка задержится в профессии. Но возвращаться к этому сериалу все равно будут. Может быть, в каких-то неприятных вопросах на тему того, что а что же вы вот снимаетесь, а ни в чем подобном так до сих пор и не снялись, второго прорыва не было. А что же вы вот снимаетесь, и даже в моделинге себя пробуете, и там в бухгалтерии себя пробуете, и в танцах, и в художествах каких-то кистями на холсте вы тоже себя пробуете, и все-таки вы до сих пор так не выстрелили, как вы выстрелили вот тогда с этим сериалом. Нет, да к этому будут возвращаться. Нет, и будут ее иметь в виду как актрису той самой роли. Как она к этому относится? Верит она в это? Она знает это? Она боится этого, может быть? Какое вот у нее отношение к этой роли? Она как она вообще к профессии тогда? Нет, наоборот. Как она относится к этой роли? Вот то, что она ее сыграла. И то, какое воздействие это оказало. Вот. Какое воздействие эта роль оказала на ее жизнь. И отношение самой Афры к этой самой роли и к этому воздействию. Ну да. Ну, если по смерти предполагать что-то, что поменялось из белого в черное, да, из черного в белое, кардинально, радикально, очень большой и резкий скачок, переход, закрытие всех предыдущих вариантов, то это, конечно, стремительный совершенно взлет. И ей это нравится, это здорово, это шанс преобразовать немножко свою жизнь и вести ее дальше. Никаких сожалений, никаких опасений, никаких переживаний на тему того, что я сыграла эту роль, и больше я ничего не смогу сказать в профессии никогда.
как бы сильно я ни старалась, да, вот какая-то злость, может быть, или разочарование, ничего такого здесь нету. Это действительно была решающая роль в ее жизни, она действительно поменяла эту жизнь на до и после, разделила, вернее. Действительно был потрясающий шанс, она его осознает, она его понимает, и она ему благодарна. Как бы дальше это все не продлилось. Давайте отношение тогда Афры к работе, к профессии, к камере и тому, что происходит вот перед камерой, к ее непосредственному этому проявлению, и ко всему тому, что происходит за камерой, к популярности, к вниманию, к хейту, к благодарности, к вот этому восхвалению, а продлится ли это все, вот ее отношение к профессии и отношение ко всему, что профессию эту окружает. Вот это нравится. В профессии мы четкие и логичные. Как у нас, собственно, не по суду, а как это, по справедливости вначале было, она холодно, расчетлива, с планами на будущее, целенаправлена в этой самой профессии. Она знает, чего она может дать этой профессии, что она может из себя изобразить. Она не хватается за то, что она не может из себя изобразить, соответственно. Не врет в этой профессии, не врет в резюме в своем, никогда не говорит больше, чем она может дать. Очень расчетливо, очень без витания в облаках и без каких-то фантазий на тему того, что меня это вознесет, я много денег заработаю, я стану мировой знаменитостью, вот какие-то такие вот мечтания. Вы помните, мы говорили о том, что какие-то мечтания она себе практически зарубает на корню, она не дает себе мечтать, она живет сегодняшним днем, что у нее есть. Она к этому относится очень серьезно, она относится к этому очень кропотливо, очень сосредоточена, очень логически, у нее все по плану, она везде по расписанию, она все делает четко. Профессия – это труд, это та работа, ежедневная, постоянная, монотонная, иногда нудная, иногда неприятная, но которую ты должен делать, потому что ты обещал, потому что ты подписал контракт, потому что это то, чем ты занимаешься, потому что ты в конце концов за это деньги получаешь. Все вокруг – это уже эмоциональная сторона. Это нравится, это вызывает эмоции. Что-то нравится, что-то не нравится. За хейт или какой-нибудь нелицеприятный какой-нибудь комментарий можно и порыдать в подушку. И с девчоночками там бутылочку вина раздавить, какие они все неблагодарные. Я им тут в кино снимаюсь, они мне хейтовые письма присылают. Можно этим восхищаться, можно в свете софитов просто плавать, можно чувствовать себя королевой. Каждый раз, когда ты входишь, все начинают судорожно щелкать этими видеокамерами и отовсюду тебя снимать, в этом можно купаться тоже. Можно получать удовольствие от жизни, потому что вот весь этот антураж, он, собственно, составляет эмоциональную часть ее жизни. Ей это и нравится, и не нравится, и каждый день это ее и преследует, и она за этим тоже пытается следовать, она этого хочет, ей внимание нужно. У нас в самом начале была на ее как главную черту, на ее характеристику 6 жезлов выпадала. Без посторонних людей ты не выигрываешь. Без посторонних людей ты не побеждаешь. Ты никто без посторонних людей. Люди должны быть помощники, должны быть вот эти восхищатели, которые ходят за тобой по пятам и говорят тебе. Должны быть едкие комментарии, которые тренируют твою, может быть, силу воли или как-то направляют тебя, в какой области можно измениться. Люди нужны, ответная реакция нужна. Нужно вот это вот обмен эмоциональный нужен с аудиторией. Она это прекрасно понимает, она это прекрасно осознает, она в этом купается, она получает от этого удовольствие. И по многим картам этого расклада я вижу, что женщина на своем месте. Она абсолютно не занимает никакую чужую позицию и все правильно сделала, что пошла в творчество, пошла именно в киноиндустрию, даже при отсутствии какой-то вот божьей искры, которая прям вот сразу бросается на человека, как только ты в комнату уходишь. Но зато харизмой, своим отношением, своим стойким характером, своим профессионализмом, своей настойчивостью, своей упертостью и своим легким характером, своим умением общаться с людьми, умением чувствовать и ценить этих людей, очень хорошо у нее получается то, что она делает, и это
на перспективу, на долгие годы. Здорово, потрясающе, замечательно. Очень хорошая, такая уверенная в себе девушка. Единственное, может быть, молодая для каких-то стабильных отношений, просто потому что у нее как-то вот рабочее расписание не сочетается с тем, чему ее мама с бабушкой учили в детстве. Вот она еще тут не определилась, какой она, собственно, человек. Вот здесь молодость какая-то чувствуется и такая неуверенность в завтрашнем дне. Но в целом очень позитивный, чудесный человек. Мне прям нравится, замечательно. Вот такая вот у нас получилась афра. Давайте я размешаю колоду, и мы посмотрим все то же самое на Мерта Рамазана. Как его называть? Мерт. Там у них много мертов. Я у афры знаю, молодой человек тоже мерт был, но с другой фамилией. Может быть, посмотрим, почему распадались все предыдущие отношения. Потом, когда перейдем к блоку про ее отношения с мужчинами, давайте посмотрим на... Технические у меня неполадки, я прошу прощения, уже достаточно длинное видео получилось. Давайте на Мерта Рамазана разложим в следующем видео, и там же зацепим кусочек про их взаимоотношения. Будет вторая серия этого расклада. Не забудьте подписаться на канал обязательно, чтобы он уведомления вам присылал, когда следующее видео выйдет. И мы в скорости увидимся. Я обещаю, что я буквально завтра сниму вторую часть. Пока-пока.